Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Помял щечки. Это не может быть еще более умильно. Девятое место. Тэхён, который ищет хорошее место, чтобы поставить телефон, и милый смех Чангука. Почему они такие милые? Прямо сейчас на моем канале, на Бусти, вышла новая статья на тему «Слухи о новом свидании Чангука и Тэхёна». Это не просто догадки. Есть свидетели, которые видели Вигу вместе. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Тэхён мастер по поглаживанию коленок без палева. Седьмое место. То, как Чангук внезапно замер, и его губы нежно расплылись в улыбке при виде Тэхёна. Это момент, наполненный теплом и искренностью. В этом маленьком движении вся их особенная связь, которую невозможно передать словами. Видно, как сильно Чангук ценит и радуется присутствию Тэхёна рядом. 해봐. 분명히 누렇네. 좀, 자, 여러분 제가 신기한 거 보여줄게요. 좀, 자, 여러분 제가 신기한 거 보여줄게요, 저희가. 자, 하나, 둘, 셋. 오! 이놈의 작두성이. Шестое место. Поведение пары. Правая рука Тэхёна такая хитрюга. Тэхён фанат этих сладких щечек Чангука. Пятое место. Смеются с того, что Чангук написал комментарий в эфир со своего нового аккаунта. Четвертое место. Забота. У Тэхёна не получалось настроить эфир, и он начал звать Чангука. И Чангук сразу подошел, не говоря ни слова, просто взял у него телефон, чтобы помочь. Иногда самые трогательные моменты в таких невидимых деталях.
Третье место. Новости. Реакция Намджуна на них «Просто помогите». У Намджуна каждый день как судный. 다다닥. 다닥. 폰 하고 있다가 지금이야. 이거. Мисс Хан, которая встретила Тэхёна на показе Селин, опубликовала в Инстаграм, также снова встретилась с Тэхёном и Пак Багомом. И да, они были такими же добрыми и очаровательными, как всегда. Больше в следующем рилсе. Чангук и Тэхён исполняют вирусный индонезийский танец детей на лодке Ора Фармин. Эскврай Корея представляет несколько уникальных способов укрыться от палящего солнца этим летом. От шляпы Селин из вспомогательного материала, которую носили Тэхён и которая привлекла внимание, до коллаборации с Киджимой Такаюки из Даублет, имитирующей жареное яйцо. Их выразительные силуэты и уникальный дизайн добавят веселые нотки вашему летнему образу. Есть вещи, которые никогда не меняются. Например, восхитительные щечки Чангука, которые Тэхёну так и хочется щипнуть каждый раз. Намджун и шокирующие новости. Тэхён самый сильный. Сейчас, если мы подеремся, я проиграю. Намджун признал поразительную физическую форму Тэхёна после его возвращения из армии. В трансляции лидер назвал Чангука и Тэхёна своей тренировочной командой и сказал «Шок! Ким Тэхён теперь сильнее меня». Чангук также признал «Он и меня сильнее». Они с лидером отметили «Сейчас мы оба уступаем Тэхёну» и объяснили это тем, что в основном занимались упражнениями с собственным весом, тогда как Тэхён, проходя службу в подразделении специального назначения, работал с тяжелыми весами. Тэхён же проявил скромность и сказал: «Вы просто давно не тренировались, а я занимаюсь постоянно. Думаю, через пару недель ты, Тэхён, догонишь меня». Но Намджун ответил: «Ким Тэхён — это нечто. Если мы сейчас подеремся, я точно проиграю», похвалив силу Тэхёна. Чангук же поднял большой палец и сказал «Уважение». И это неудивительно. Тэхён проходил службу в спецназе, где тренировки с весами, выносливость и физическая закалка были неотъемлемой частью каждодневной рутины. Это дало свой результат. Сейчас он буквально на голову выше по силовым показателям, чем раньше. Но несмотря на это, Тэхён остается таким же скромным. Он не хвастается, а с легкой улыбкой говорит, что через пару недель Хён его догонит. И именно эта скромность в сочетании с силой делает его еще более впечатляющим. Его улыбка после того, как он прокомментировал эфир. Ким Тэхён признан самым красивым мужчиной в мире 2025 года. Заслуженное признание. Своей ошеломительной харизмой, уникальным талантом, внешней красотой и магнетической личностью Тэхён окончательно закрепил за собой статус настоящей мировой иконы. Признание Тэхёна как самого красивого мужчины в мире подтверждает глобальное влияние кей-попа и мощь BTS как культурного феномена. На протяжении всей своей карьеры Тэхён доказывал, что настоящая красота может сочетаться с талантом, скромностью и искренней страстью. Именно это делает его по-настоящему незабываемым.
Поздравляем Тэхёна с таким заслуженным признанием. Он не просто лицо поколения, он его сердце. И мы гордимся, что можем быть свидетелями его пути. Чангук что-то рассказывал Тэхёну про свой пирсинг в губе, но мы не можем это услышать, потому что у них не было микрофонов. Продюсер Sleep Diz, работавший над песней Чангука My Time, прокомментировал вокал Чангука во время его прямого эфира на Вевос. Вы слышали, как Чангук делал все эти вокальные руны в прямом эфире. Больше R&B Чангука определенно будет. Это у него в душе. Он не просто поет, он проживает каждую ноту, вкладывая в нее душу. Просто посмотрите, как им хорошо вместе. Ниана Геррера, Брайан Пуспос, Полик, татуировщик Чангука, Томми, тренер Чангука по боксу. Все они уже подписались на его новый Инстаграм-аккаунт. Возвращение Чангука в Инстаграм моментально вызвало фурор. Его профиль стал настоящим магнитом для звезд со всего мира. Артисты, танцоры, спортсмены – все спешат поддержать его возвращение и быть рядом с человеком, чье имя уже давно стало символом таланта, влияния и мирового признания. И это, без сомнения, только начало. Его харизма. Французский певец и актер озвучивания Дориан Бен, который исполнил вокальную партию за персонажа Джину в Pop Demon Hunters, отреагировал на лайв Чангука. «Ребята, я узнал нечто безумное. Вчера ночью Чангук был в эфире, и он, по сути, поделился моей французской версией песни Джину из Pop Demon Hunters. Я не знаю, как она туда попала. Честно, если есть те, кто смотрел эфир и может мне объяснить, как это произошло, я буду безумно благодарен. Это сумасшествие. Этот эфир посмотрело почти 10 миллионов человек, и в нем звучит мой голос. Я не представляю, какого масштаба достигнет это кино. То, что он во время эфира поделился французской версией саундтрека к Pop Demon Hunters, не просто случайность. Это жест внимания, поддержки и признания чужого труда. Даже такие, казалось бы, мимолетные моменты становятся для кого-то огромным событием и стимулом продолжать творить. В этих глазах целая вселенная. MBN News сообщили, что Чангук вызвал настоящий фурор в интернете своим недавним лайвом.
Чангук во время прямого эфира в социальных сетях расплакался, смотря финальную сцену аниме, а затем с чувством исполнил песню Soda Pop, вызвав бурную реакцию в сети. Благодаря этому Чангук становится не просто артистом, а настоящим символом душевности и искренности в современном мире. Внимание на его руки. Новости от JTBK о прямом эфире Чангука. Чангук растрогался. Старший по поколению кей-поп-артист, ранее устанавливавший рекорды в чартах, признался, что полностью подсел на эти песни и поделился искренним анализом. Эмоциональный эфир Чангука стал еще одним доказательством его глубины как артиста. И как бы он ни смущался своей эмоциональности, именно в ней и заключается его сила. Вечные проблемы вигукеров. Лицо кей-поп и муза, на которую обращает внимание весь мир моды. Самая любимая звезда Халю в Японии – Тэхён. Теперь он больше, чем просто популярный идол в Японии. Он становится культурным явлением, выходящим за рамки поколений. То, что начиналось как популярность, сосредоточенная вокруг фандомов идолов, теперь вышло за рамки широкой общественности и средств массовой информации и повлияло на моду, образ жизни, язык и ценности. Айдол, актер, звезда визуального ряда, икона стиля. В любой категории имя Тэхён всегда упоминается первым. Появление Тэхёна на показе Моцелин в Париже в течение всего дня сообщалось в режиме реального времени в японских СМИ и социальных сетях. Особенно встреча с главным редактором Vogue Анной Вентур. Это был момент, который еще раз доказал его мировой статус. Влияние Тэхёна выходит за рамки простых опросов популярности и даже меняет потребительские тенденции и повседневную культуру Японии. Футболка, которую он носил, духи, которые он использовал, книги и музыка, которые он упоминал, мгновенно попадает на вершину поисковых рейтингов, что приводит к ажиотажу и бестселлеру. Помимо того, что он просто любимая звезда, он зарекомендовал себя как символ, указывающий направление жизни, которому хочется следовать. Имя Ким Тэхён глубоко укоренилось в японской культуре, поколениях и сердцах. То, за что мы любим Тэхёна. Ресторан класса люкс, который посетил Тэхён во время своего пребывания в Париже, Биф-бар Пэрис, поделился в своих историях в инсте публикацией корейского аккаунта TripGoing. Этот корейский аккаунт поделился несколькими фотографиями, которые Тэхён оставил в этом ресторане, используя аудиозапись Love Me Again. Веселый и милый Чангук.
Годы идут, а безграничная любовь остается. Этот мужчина с каждым годом поражает все сильнее. Ты мой мужчина. Я все еще не могу забыть этот эфир. Вы, главное, дышите после этого. Тэхён пробовал разные фильтры, и Чангук наклонился, чтобы проверить. Но потом Тэхён выбрал фильтр, который сделал его рубашку более ярко-красной, и Чангук просто провел пальцем по груди Тэхёна. Ему очень нравится Тэхён в красном. Я сейчас взвою. Пресс или бицепсы? Не знаю, но я люблю его глаза. Привычка Тэхёна, которую Пак Саджун ненавидит больше всего. Пак Саджун продемонстрировал, насколько он близок с Тэхёном, поделившись привычкой айдола, которая ему не очень нравится. Пак Саджун и Тэхён являются частью легендарной группы Вуга Скуот и на протяжении многих лет не раз демонстрировали свою дружбу, от совместных съемок в Хваран до общения как обычные друзья. Тем не менее, хотя Пак Саджун очень любит Тэхёна, их близость и братская энергетика означают, что они не боятся делиться с ним тем, что не всегда может ему понравиться в его лучшем друге. Пак Саджун появился в эпизоде МТГ вместе с остальными актерами фильма «Concrete Utopia».
Конечно, неудивительно, что ведущий Джеджа упомянул Тэхёна во время видео. В частности, они показали фотографию с красной дорожки, где Тэхён поцеловал свою руку. Джей отметил, что актер выглядел удивленным, когда Тэхён сделал это. Когда Тэхён поздоровался и поцеловал свою руку, вы выглядели удивленными, как будто спрашивали: «Ты что, только что поцеловал свою руку?» Пак Саджун весело поделился своими истинными мыслями о Тэхёне, добавив: «Я говорю это, потому что мы близки». Затем актер забавно объяснил, что у Тэхёна есть привычка двигать головой. Пак Саджун добавил, что ему это не нравится, и даже добавил, что не понимает, зачем Тэхён это делает. Но вы знаете, как Тэхён делает это головой? Мне от таких мыслей не хочется на него смотреть. Нет, но зачем ему это нужно? Однако скорее Пак Саджун не мог поверить, как выглядит Тэхён, делая такие вещи, а не смотрел на это негативно, добавив: «Но это всегда получается очень естественно, так что это захватывающе». Как всегда, комментарий Пак Саджуна показывает, насколько он близок к Сви. Хотя он пошутил, что не хотел смотреть на него, когда делал это было сказано с нежностью. Давайте просто вспомним этот легендарный день. Песня Чангука Seven по-прежнему остается самой прослушиваемой песней исполнителей К-поп на каждой музыкальной платформе. Второе место. Это так интимно. Милая привычка Тэхёна. Вы ничего не понимаете, он не гей, ему просто нравится радуга. Первое место. Тэхёну точно понравилось. Этот влюбленный взгляд. Ну камон, мужики, вам уже по 30-ке, а влюблены как дети. Продолжайте. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.